Ребят, всем привет! Сегодня такой необычный ролик о проекте «Аврора», а именно мне удалось взять интервью у SEO проекта Александра Трубникова с ответами на вопросы. Озвучу из них некоторые, такие как зачем вообще сейчас нужна нам комиссия при выводе с генератора, да? Когда мы начнем получать выплату в биткоинах, как вообще зарождался проект «Аврора», с чего он начинал, так сказать, и какой дальше вектор развития нас ждет в будущем вообще. Вот, весь список вопросов будет закреплен в комментарии. Вот, и также, кстати, для всех желающих будет розыгрыш вообще NFT-генератора. Условия будут в видео. Желаю всем приятного просмотра. Запись пошла. Всем привет. Всем привет, я Дмитрий, ведущий канала Криптовалюта Майнинг. С нами сегодня Александр Трубников, будем брать у него интервью. Будет нам, так сказать, отвечать ответы на вопросы по проекту Аврора. Да, всем привет. Всем привет. Так, давай, что, начнем с первого вопроса. Я готов, да, готов. Смотри, такой вот вопрос. Как появилась идея вообще создать проект Аврора? С чего вообще? То есть там, может, какие-то не генераторы были сначала, может, что-то другое вообще? Да, спасибо, хороший вопрос. На самом деле так и было, были не генераторы. И на самом деле идея появилась у моих партнеров. Вот, меня пригласили в проект ориентировочно где-то, наверное, спустя год после того, как они просто, от момента идеи до разработки, они меня пригласили. Там был просто калькулятор, то есть закидываешь деньги и получаешь там определенный там процент, образно говоря, да. И выглядел прям как калькулятор, то есть идея была такая, выглядел как калькулятор, тема прикольная на самом деле. Вот, мне лично не зашла, меня никогда приглашали в проект там покачать его, вот, мне не понравилось, я, к примеру, раз отказался, потом второй раз отказался, и у них не пошло. То есть, они по факту бизнесмены, не сетевики, ничего, они просто традиционщики, бизнесмены, вот, и у них эта тема не пошла. Вот, и они начали его переупаковывать. То есть, и вот идея уже с генераторами пришла, да, то есть впоследствии, вот, короче, то есть и так далее, да, вот, собственно, я подключился же в тот момент, когда вот эта идея с генераторами мне рассказали, и я говорю, вот это же интересно, и мы начали там, собственно, дальше делать там движуху, да, и так далее, вот, потом, короче, то есть, получается, я подключаюсь, мы все переделали, то есть, там, получается, все, что было, да, в проекте, вот, получается, и white paper, и все, то есть, как бы все модернизирую, и говорю, я буду работать только вот, получается, если мы полностью сделаем все прозрачно, легально, там, типа, и так далее, мы зарегистрировали компанию, и, типа, и прочее, прочее, прочее. И вот, получается, там были уже вкладчики определенные, которые, то есть тестовая версия, назовем ее так, бета-версия, то есть там было порядка 100 человек, то есть, да, вот, и все обязательства перед ними, они выполнены по сегодняшний день, они выполняются и так далее, просто у них были депозиты, и их переоформили в генераторы, короче, то есть, да, то есть на эти депозиты вы предоставили им генераторы, вот, и все, и как бы, и получается проекту, даже если вот так вот, ему уже где-то года, наверное, полтора, потому что, не полтора, где-то год и 3 месяца. Они стартовали где-то, по-моему, с января-февраля, именно с вот этой с демо-версией, и в августе был официальный релиз. Вот, и все, проект отлично работает, сейчас он просто переформатирован, что, в принципе, сейчас мы делаем то же самое с проектом «Сотка», где я тоже теперь сейчас являюсь основателем SEO проекта, мы его, там, забрали под себя, да, образно говоря, то есть там ребята стартанули, у них тема хорошая, мне нравится их идея, но она не пошла, то есть у них. Мы ее переформатируем сейчас, и будет рестарт, то есть рестарт этого проекта. Вот, в принципе, как вот, к примеру, и там с Авроры, да, то есть тема там не пошла, да, то есть сделали рестарт, тема пошла, зашла, всем все нравится, все ништяк, то есть есть обеспечение битком, там типа и прочее, прочее, прочее. Вот. Слушай, Такой, видишь, насколько я развернутый помню, ответ, короче, дал. да, Ага. кстати. Насколько я помню, я когда заходил, нет, были уже АВРы,
Но до этого, я напомню, были, то есть генераторы можно было покупать за BUSD именно, то есть AVR Да. токены не было еще, да? Да, AVR токена не было, можно было покупать за BUSD. На самом деле планировалось продать первую эмиссию, да, там 13 300 генераторов, буквально там за первый месяц, закупить на них майнинг оборудование, и залистить токен AVR и продолжить там всю эту движуху уже на AVR. Но так как, ну, то есть, так как получается эта тема затянулась, да, с продажами, то есть, ну, с первой эмиссии, и было принято решение, то есть, ну, как бы перейти на токен AVR там гораздо быстрее. На самом деле, все, что связано с white paper, это такая, знаешь, типа, две стороны медали, короче, в этом есть. Ага. То есть можно двигаться строго по white paper, это здорово, я полностью согласен, и не отходить от нее. Но мы живем в 21 веке, и все так быстро меняется, и сказать, что будет через 2 года, я вообще не могу. Вот, и поэтому постоянно, ну, нужно что-то модернизироваться, да, то есть, ну, что-то новое предпринимать для того, чтобы оставаться на плаву, чтобы компания продолжала работать и так далее, и так далее, и так далее. Вот даже вот недавно у нас там были нововведения, они просто необходимы для того, чтобы проект продолжал активно работать, расти и развиваться на рынке Российской Федерации. Угу. И не только там международный рынок. Да. Понятно, благодарю за ответ. Слушай, давай второй вопрос такой. Давай. Как ты относишься вообще к критике в Авроре вообще? То есть, как ее критикуют вот люди? Как ты вообще спокойно к ним относишься, к этому вообще неспокойно? То есть... По-разному, по-разному. То есть, ты знаешь, когда критика обоснована, тогда да. Ну, то есть я нормально ее воспринимаю. Я не идеален, проект тоже. То есть, ну, есть там определенные, я даже на сегодняшний день знаю, уязвимые места у проекта. Да, это с ликвидностью ее нужно увеличивать. Да, то есть там это, образно говоря, там, ну, с ликвидностью первый момент, да, потом какой еще пунктик я бы, ну, доходностью гиперинфляции, так или иначе, то есть, ну, доходность слишком большая, то есть тоже пунктик, ее просто нужно уменьшать, да, то есть там, вот, второй момент, то есть, ну, и так далее, я знаю эти уязвимые места, и когда мне о них говорят, то есть, ну, я как бы согласен, то есть, ну, и тут ничего не скажешь, то есть, ну, и так далее, но когда тебе просто говорят, что, типа, это скам, это говно, вы собираете деньги, там, типа, и так далее, вот, я так скажу, что я зарабатывал в проектах как инвестор гораздо больше, чем я зарабатываю сейчас в Авроре. Ну, чтобы было, понимаешь, что я, ну, как бы не собирательством денег мы здесь занимаемся, вот. И очень большие средства мы вкладываем в проект, реинвестируем и так далее. То есть поэтому, и когда вот, ну, как бы поливают просто говном, без какой-то конкретики, да, то есть просто, ну, там, вльют негатив. Хейтеры, Да, хейтер, такая мне не нравится, да, то есть, ну, и либо, если критикуешь, предлагай, ну, предложи какое-нибудь решение, типа, ну, базара нет, типа, вот у нас там этого нет, ну, вот там, у нас не залистили на CoinMarketCap, ну, тоже, типа, минусы серии, да, но мы над ним работаем уже 3 месяца, ну, типа, предложи, скажи, почему нас не листят, мы же подаем заявки. Мы сейчас нашли вариант решения, то есть нам нужно на CEX биржу залиститься. По факту мы залистимся на CEX и полетели, то есть, вот. Из серии на CoinMarketCap мы будем, то есть нашли решение, то есть и уже там. Вот. Ага. Давай дальше, там что, какие вопросы? Смотри, как вообще Короче, к собирается... критике я отношусь, если она конструктивная и нормальная, то я нормально отношусь. Если это просто пылесос говна какого-то, да, то есть, то я отношусь к этому так тоже негативно, и, ну, не нравится мне, короче. Вот. Понятно. Слушай, следующий давай. Так, как вообще собирается проект привлекать новых пользователей и удержать вообще их в этом проекте? То есть, чтобы они либо реинвестили, либо еще что-то там делали. Слушай, ну, я тебе так скажу, вот основное это игра в долгую, это наш девиз, да, это основное, что должно привлекать инвестора, и стабильность. Стабильность в завтрашнем дне, то есть там стабильность курсов в том числе и так далее, да. Доходность будет снижаться, я всегда говорил, то есть доходность, тот, кто пришел на high процент, то есть там 20% в месяц и так далее, его здесь на постоянной основе не будет. Он будет уменьшаться, он будет в итоге 2-5% в месяц. Я говорил об этом, просто мы к этому придем, примерно, за год. Постепенно будем снижать доходность. При этом курс токена либо будет стабилен, либо будет расти.
Вот. И, собственно, когда курс растет само комьюнити, сама команда, то есть, да, то есть сам проект. Вот. И получается, ну, здесь больше именно стабильность, признак мастерства, да, вот есть такое высказывание. И получается, мы временем показываем то, что мы сюда надолго пришли, вот сейчас проект уже 9 месяцев, да, это небольшой на самом деле срок, но в сфере блокчейна и подобного рода проектов, GameFi и так далее, это на самом деле уже длительный срок, потому что мы за этот период времени, за 9 месяцев, мы похоронили именно вот тех людей, которые параллельно с нами запускались, там проекты какие, да, порядка уже, наверное, просто на моей памяти, куда меня приглашали, тех основателей проектов, которых я знаю, порядка 5. То есть это вот просто, а их-то на самом деле большое множество, да, за 9 месяцев, там, сотни, наверное, сотни, да. Вот, они просто начинают там, Take Wallet, к примеру, да, то есть ребята топят там что-то там, то-сюда, там все, 40% доходности скамятся за 2 месяца, даже 22 месяца не прошло. То есть по факту чел, который вложил свои деньги, проект давал 40% доходности, да, он даже свои не забрал. То есть, ну, за 2 месяца, блин, ну, как бы, типа из серии ты идешь в хайп, да, в жесткий, в конкретный, тебе дают 40%, но это же иллюзия. Тебе же по факту 40% не дают, ты уходишь в минус 20%, потому что ты даже депозит свой не забрал. Вот в чем прикол. То есть, ну, какой-то бред какой-то, я вообще не понимаю эту историю, и причем таких очень много сейчас, то есть, да, проектов, а мы именно показываем временем, да, то есть, открытостью, своей прозрачностью, я вот лежу на веранде, да, то есть общаюсь, тут я настоящий, я живой, у меня немытые волосы, то есть я сегодня еще не ходил в душ, потому что у меня с утра планерки, короче, да, вот, созвоны, и вот сейчас вот у нас в 10 был созвон с лидерами, в 11 созвон с партнерами, да, то есть в 12 сейчас у нас начался прямой эфир, да, то есть... Весь день, да, расписанный. Да, чисто вот просто не убирай телефон. Да. Дочка у меня, иди сюда. Иди сюда. Подойди сюда. Подойди сюда. Дима это, иди сюда. Иди сюда. Смотри, иди сюда. Смотри. Привет. Телепузик. Вот. У меня жена, 2 детей. Вот. Я занимаюсь бизнесом на блокчейне. А вообще бизнесом занимаюсь с 19 лет. И Я это... не вижу. Как не видишь? Вот же видишь, Дима. Не видишь? Вот. И Сонька. Нет. Вот. Ну и все, иди туда, иди гуляй. Вот, ну все, давай, что дальше там, какие вопросики? Ну, в принципе, ты уже, так скорее, уже на него ответил. Но здесь следующий у меня вопрос такой. Будет ли листинг АВР на каких-нибудь биржах? То есть, в принципе, Да, будет на CX бирже, мы уже там, ну, с одной ведем переговоры сейчас. В основном это будет для формальности, но там можно будет, я думаю, за USDT именно купить. То есть, есть пользователи, которые хотят купить токен, у них BUSD нет, а есть USDT. И вот как раз на бирже, если что, они могут сходить и купить. Но мы это делаем чисто для CoinMarketCap в основном. Вот. Так, ладно, давай следующий тогда. Смотри, такой вот вопрос. Как ты думаешь, вот именно ты, сколько проживет Аврора? Это такой весьма провокационный вопрос, но я тебе могу так сказать. Нету какого-то определенного срока. То есть она будет работать. Я считаю, что у нас ассоциация, кстати, с Авророй, это как с кораблем. То есть корабль Аврора, в курсе, да, крейсер Аврора, который непотопляемый, который до сих пор стоит как памятник в Питере. Вот. Участвовал в нескольких войнах, допустим, там то, что у нас, например, падение курса, какие-то сложные ситуации в проекте, да, то есть и преодолевая их, этот корабль продолжал свой, там, чинил, латал свои вот эти вот там, да, это дыры, так сказать, и продолжал свой путь и так далее. И выходил в большое море там, да, то есть на международные рынки в том числе, вот, чем мы сейчас активно занимаемся. Поэтому срока годности у него нет, вот, это важно. Вот. Вопрос в доходности. Это единственный вопрос. К примеру, если я
проект «Аврора» будет давать 2-5% в месяц, 2-5% в месяц, как долго он может работать, Дим? Да годами что. Годами, понимаешь, в чем прикол? Человек Да. забирает только свой депозит забирает за там 1,5 года. Да, а если 2% в месяц, то за 5 лет, за 4 года, за 4 года. То есть ты внес $100, и ты эти $100 забираешь 4 года. Ну, к примеру, то есть, понял, в чем прикол? То есть, ну, имеется в виду, если маленький депозит, то ты получаешь 2% в месяц. Но ты же их получаешь, ты стабильно получаешь, там, типа, и так далее, и так далее, и так далее. Там есть износ генератора, да, то есть есть износ у генератора. Поэтому, по факту, то есть, если он работает больше года, то у него получается там 90% износ. То есть, тело, можно сказать, типа, его можно вывести, но у него есть износ. И вот эти все механизмы, они позволяют проекту работать в долгосрок. Вот в чем прикол. Вот. И ты говоришь, вот сколько он может работать? Он будет работать бесконечно вообще, по идее, пока не надоест. То есть мы сделаем механизм, который вот он, ну, все, работает и так далее. Его просто нужно развивать, поддерживать и все. Внедрять что-то, новые идеи какие-то там и так далее. Все, понял. Пока не надоест, короче, пока не надоест нам всем этим заниматься. Вот. Ну, и если даже надоест, он будет продолжать работать, просто, возможно, будет падение курса. Единственный риск, который здесь есть в проекте, то есть его по факту даже закрыть невозможно. Он работает автономно. Мы можем полностью прекратить, ну, вот, свою деятельность, там, оставить какую-то техподдержку, небольшое количество людей, там, 3, там, к примеру, людей, да, на техподдержку. И все, и проект будет автоматически сам работать, автономно. И все, и как выплаты есть, смарт-контракт написан. Там, типа, просто единственное, если не будет какого-то массового притока, там, или как, ну, типа, вот этого товарки, да, то есть привлечение людей, там, и будет постоянно только чисто выводы, просто будет курс падать. И все. Но выводы будут, выплаты будут и так далее, все будет продолжать работать до бесконечности. Из ликвидности все бабки никогда не выведешь. Фишка в том, что ликвидность устроена так, чем ниже курс, тем, ну, как бы, короче, там 2 стакана. То есть долларов меньше, типа, а АВРов там больше, там, типа, и так далее. Вот, и курсы. Вот. Все, понял. Слушай, я не на всех созвонах вообще присутствую, там Да. бывает, у меня времени не хватает и прочего. У меня прямой эфир, если что, здесь идет. Вот, да. Ага. Насчет доходности вот этой всей, то есть говорилось очень-очень вообще давно. Я уже в проекте где-то 5 месяцев, по-моему, нахожусь. То есть про эту, вот, допустим, вот эту информацию я знаю. Просто вот у меня, вот, смотри, следующий такой вопрос. Давай. Сказать, можно сказать, сейчас на повестке дня, да? Рассказать о комиссиях при выводе. То есть зачем, почему и как, и вот это все. То есть, понимаешь? Да, хорошо. Это для, ну, ты-то сам понимаешь ответ на этот вопрос? Я сам понимаю. Вот смотри, когда первый раз я пост это прочитал, Да. увидел, все Вот. анализировал, то есть я Вот. это смотрел с точки зрения как лидера, то есть для чего это Да. проекту нужно, что это даст и прочее. Я это понимаю, как бы, а вот именно большинство это в данный момент вообще не понимает. Хорошо. Ну, комиссии на вывод, короче, сделали для того, чтобы как раз-таки проект продолжал работать долго и счастливо. Вот. Это основное. С чем это связано? Они связаны с комиссией, связаны с текущим курсом. Это тоже очень грамотная привязка. То есть мы не просто внедрили комиссии и так далее. То есть если доходность у генератора не упала, на это стоит обратить внимание. Сама доходность у генератора не упала. Вот. Единственное, если ты выводишь по дешевому курсу, получается, да, то в таком случае ты получаешь просто меньше денег. Вот. Если курс подрос и все нормально, то ты, соответственно, и комиссия меньше на вывод, и ты выводишь просто больше денег. Тут как бы вариант стратегии. Либо ты фиксируешься, как бы, ну, ежедневно, там, да, то есть, ну, просто там по текущему курсу. И все, и у тебя доходность, получается, сократилась от 10 до 20% в месяц, что считается тоже большой доходностью, я считаю, на сегодняшний день 10% в месяц, короче, ну, хорошая доходность. Вот. Это просто позволяет проекту работать в долгую. Сейчас, смотри, я тебе могу так сказать, ситуация затянулась в том плане, что у нас должна быть продана первая эмиссия была за
3 месяца, я говорил, где-то так, это 13 тысяч генераторов. Вот. И уменьшение доходности 20 тысяч генераторов должно было быть где-то на 4-м месяце. На 8 месяцах должна была быть уменьшиться вообще на 10% уже доходность. Что, в принципе, сейчас, благодаря этой комиссии, мы и сделали. Понимаешь? Вот. Просто, на самом деле, нельзя предугадать. Вот, к примеру, ты когда пишешь бизнес-план, да, ты вот планируешь открыть там свой бизнес. Пишешь бизнес-план. Вот. И ты никак не можешь предугадать, что у тебя будет через, там, к примеру, там, ну, после того, как ты стартанешь. Правильно? Ты примерно предполагаешь, то есть, ну, вот как мы и делали, соответственно. Мы примерно предполагали все там, как это должно быть, исходя из статистики, исходя из количества лидеров, которые у нас есть в компании, да, то есть там, которые заинтересовали проект, мы предполагали определенный там, ну, как бы результат, да, вот, соответственно. И так далее. Вот. Но предполагаешь, как это, мы предполагаем, а Бог располагает. Вот. И получилась примерно, короче, такая история. Вот. Вот. Собственно, давай следующий вопрос, наверное. Ответил я, почему это и для чего, да? Ответил же? Развернуто весьма. Смотри, следующий, да. Следующий вопрос такой, какие обновления ожидаются вообще? То есть именно вот у вас прям подготовлены, то есть там новые генераторы, что-то еще там, ну вот что-нибудь такие, механики какие-то новые или что это? То есть именно прям в скором будущем, я имею в виду, прям вот-вот. Окей, прям на вот-вотах, да. Это называется на вот-вотах. Это знаешь, когда у меня это, сейчас расскажу небольшой прикол. Это у нас, видите, такой лайв-контент, прямой эфир, да, то есть это в таком лайв-режиме. Я вот сейчас уже поехал куда-то. Вот. Собственно, на вот-вотах. Это я звоню, это своему другу и говорю, ну что там у тебя, это, когда родит? Он такой, ну все, братан, уже вот на вот-вотах. На вот-вотах. То есть уже вот-вот родит. Мне так понравилось это выражение. Так вот, значит, на вот-вотах у нас, типа, вот-вот мы будем внедрять стейкинг на смарт-контрактах, все по-взрослому, с локом получается, да, все на блокчейне. Вот, первый момент. Второй момент, это ASIC, точнее NFT в виде ASIC, которая, получается, можно будет купить за AVR, но это будет настоящий ASIC, который тебе принадлежит. Ну вот. Единственное, он находится на территории компании, и 60% от его прибыли, 60% от его прибыли, чистой прибыли, ты будешь забирать себе, 40% будет забирать компания за то, что мы все это обслуживаем, получается, ну, куда-то его там увозим, покупаем, размещаем в маник-отеле и так далее, то есть за всю эту историю. Вот. И плюс ты его берешь все-таки, ну, за АВРы, как бы, да, то есть мы, получается, даем возможность пользователю купить себе добычу биткоина. Вот, за АВРы, которые он там вложил, то есть обеспечиваем, так сказать, спрос, да, то есть на токен в том числе, то есть, ну, в таком формате. Вот, он будет стоить где-то ориентировочно 2200-2400 в долларах. И эквивалент в АВРах будет подтягиваться по курсу, то есть, ну, плавающая будет цена, ну, типа, сколько стоит АВР, столько будет и стоить, ну, понял, короче, да, то есть подтягиваться будет цена к стоимости 2200-2400 в долларах. Вот. Далее, значит, что касается еще дальнейших планов, да, то есть ближайшее, точнее, нововведение, стейкинг, вот этот ASIC, гарантию мы планируем внедрить, кстати, ноу-хау сейчас, возможно, ну, как бы мы вот в этом эфире впервые озвучим, да, то есть, ну, обязательно, ребята, обратите внимание на это. Это будет не просто на словах, то есть, человек покупает генератор, ставит галочку, там, например, с гарантией, да, то есть, гарантия без убытка она будет называться. Вот, там прям документ с печатью Авроры, там все у нас, Аврора зарегистрирована в Сейшелах, там все по-настоящему. Это будет NFT. Вот. И она стоить будет от 10% от стоимости генератора. Например, если там 1100 генератор, то она будет стоить там 100 АВРов, это гарантия. Но гарантия дается на год, к примеру, да, гарантия без убытка. И фишка в том, что
на эту сумму выделяется средства, к примеру, в BUSD это будет считаться, к примеру, на момент покупки. То есть, например, ты купил сейчас генератор за $600 этот, да, а именно тело генератора будет под гарантию ходить. Ты купил, к примеру, на $600, и получается, эти $600 будут лежать на смарте, залоченные на год. То есть, и это будет в открытом доступе, в блокчейне, ты будешь это видеть. И если ты вдруг там что-то где-то как бы с проектом, ну, типа, если что-то случилось, то у тебя есть доступ, и ты их сможешь забрать, если что. Ну, это прикольно. Вот. Тема огонь, вообще ноу-хау, такого не было вообще, на рынке мы не встречали. Это говорит о чем? О том, что мы пришли надолго, и мы готовы дать человеку гарантию, что все будет хорошо, то есть из серии, вот, и обеспечить ее реальными деньгами, то есть, ну, не словами, да, а BUSD, то есть это стейблкоин, вот. Вот это оно введение. Там еще есть несколько пунктов. Там робота мы сейчас внедряем. DAO проголосовал, да, за робота стоимостью 11 АВР, который будет популяризировать проект, который стоит, считай, $6. Его может каждый себе купить для того, чтобы просто познакомиться с механикой, с комьюнити, с проектом, потестировать, так сказать, и так далее. Да, вот все эти рабочие механизмы. Стоит $6, доступно каждому, каждый школьник может себе ее купить. Это будет популяризировать проект, то есть распространяться. Вот. Ну, и там еще несколько пунктиков, я сейчас, ну, как бы, не помню уже, если честно, на это, там, это в ближайшее время будет внедряться. Вот. Но это все положительные нововведения, то есть положительные нововведения, которые комьюнити будут только радовать, и это... Слушай, а давай маленько, так сказать, подробнее, допустим, вот стейкинг, ты говоришь, будет вводиться, какой там, допустим, процент, сколько там можно застейкать и так далее. Есть такая вообще информация? Есть такая информация. 3 месяца застейкал, лог получается, залоченные токены, это все, ну, те, которые на MetaMask у тебя, да, то есть, вот, получается, ты их лочишь в смарт, вот, на 3 месяца доходность 3% в месяц, на 6 месяцев 6% в месяц, на 9 месяцев 9% в месяц, на 12 месяцев лог, все, у тебя залоченный токен на 12 месяцев. Это для холдеров, для тех, кто верит в проект, для тех, кто понимает, что к чему там, типа, и так далее. И вот у них лежат на метамасках, и, ну, они просто лежат по факту. А мы сейчас сделаем стейкинг, то есть, ну, как бы, да, дополнительная доходность, да, то есть 3 месяца 3%, 6 месяцев 6%, 9 месяцев 9% в месяц, и 12 месяцев 12% в месяц, но у тебя лог получается самого тела, но тело, если, ну, когда по истечении срока, оно полностью возвращается. То есть, если генератор там теряет в доходности, там что-то туда-сюда, потому что у него износ есть, да, вот, тело получается само, то здесь такой истории нет. Вот. Ну и доходность меньше. Видишь, она тут с 3% начинается до 12%, да, если на год ты лочишь именно, да. Угу. Слушай, благодарю за ответ. А вот насчет асика, то есть, смотри, я вот, допустим, могу купить себе асик у вас. Да. И то есть, да, я не буду, мне надо, ну, как это сказать, могу не прокачивать свой генератор, то есть, и мне на пассиве приходит просто биткоин. То есть, он чисто мой. Да, он чисто твой. 60% от этого асика, то, что он добывает, именно от этого асика, 60% твои, от чистой прибыли. 40% наши. Мы на этом зарабатываем. То есть, если я свои другие прокачаю генераторы, я также могу получать это деньги. С общего пула, это с общего пула. Этот асик никакого отношения к этому общему пулу не имеет. Просто мы увеличиваем майнинг фермы, свои мощности, да, просто другим способом. И опять же, повышаем спрос на токен АВР. То есть, по факту, мы здесь что даем пользователю? Мы за токен АВР, грубо говоря, продаем асики. Да, можно так сказать. Вот. Даже. Да, вот если прям совсем грубо говоря. Но с которых мы имеем 40% себе от чистой прибыли. И они стоят на нашей территории, и там мы в правилах, я еще пока что, ну, предварительно мы просчитывали, по истечению 3 лет мы можем этот асик отдать пользователю. То есть, ну, как бы отправить, если он захочет, там, да, себе его забрать, там, вернуть, там, или что-то такое, он через 3 года может его забрать, запросить, и мы его вернем. То есть через 3 года, ну, получается, бэушный асик 3-годовалый, который отработал уже, да, то есть он его может себе взять, и мы уже тут даже 40% не имеем, то есть он его может себе забрать. Но это предварительно, это пока что не точно, к этим словам ни в коем случае цепляться нельзя. Это я просто говорю о том, что мы думали и обсуждали на планерках, то есть это не 100% информация. Возможно, это будет через 5 лет после работы асика, то есть, ну, к примеру, потому что это пока что не конкретная информация. Но то, что будет 60/40, и то, что этот асик будет,
и он будет выглядеть в виде NFT, да, точно так же. Его можно будет купить исключительно за АВР, и он будет добывать биткоин, но не давать АВР. Он не будет добывать АВР, вообще ноль. Он, ну, либо сделать какой-нибудь там, типа, 1%, там, что-нибудь такое, ну, как-нибудь, ну, лучше вообще ноль. То есть, ну, что чисто вот он дает биткоин. Вот. Такие дела. Все, понял. Слушай, такой следующий вопрос. Веб-версия вообще будет она работать и не будет? То есть, либо вы все полностью отказались от нее? Ну, пока что на сегодняшний день полностью отказались. Там есть предложение перенести все на Marketplace. То есть прям сделать все по факту, типа та же самая вебка, просто сразу же веб-3. То есть, понял? То есть, ну, как бы имеется в виду мобильное приложение в веб-3, то есть из серии. Вот. Не мобильное приложение, а точнее вся игровая механика. Вот. Это возможно. А именно ту старую вебку, ее, видишь, взламывали 2 раза, да, и, ну, мы просто, ну, есть риски, мы не хотим, да, то есть, ну, мы опять же, нацелены на долгосрочную игру, на долгосрочную работу проекта, да, и поэтому, ну, если в этом есть риски, то зачем это, то есть, ну, делать, понятно. Да? Слушай, смотри, вот такой вопрос. Будет, да, день рождения уже скоро, так сказать, у проекта. Да. Не так, не за горами, так сказать, вот. Смотри, это там, не, можно сказать, не вопрос, а предложение, да, к тебе. Допустим, можно ли будет сделать какой-то скин, допустим, на генератор, то есть где он будет выдаваться там по промокоду на 1 день, ну, то есть у тебя 1 день есть, чтобы его забрать. То есть и он как бы именной, именно там написано будет 1 год проекта, очень такое. То есть смотри, как в онлайн-играх есть, заходишь и получаешь свое достижение, то есть если игра работает уже 5 лет, зашел, ты просто достижение это как получил, оно у тебя, ты его не можешь потом уже не купить после дня рождения, не продать, ничего, просто оно у тебя остается как память. Идея прикольная. Вот, идея прикольная. Распиши мне ее, мы подумаем, да, на годовщину можно сделать какую-то юбилейную, типа, историю, да, генератор с какой-то пометкой, да, что-нибудь такое, типа, да, правильно? Не новую коллекцию выпускать, какую-то лимитированную, а именно, хотя, в принципе, и новую какую-нибудь, такую, да, знаешь, ограниченную партию, которая, типа, именно, да, прикольно, кстати, прикольно. На годовщину можно какие-нибудь генераторы выпустить. Такой, знаешь, типа из серии, которых всего там будет 50 штук, там, ну, к примеру, или 100, да, то есть юбилейная история, которые стоят там 2500 АВР. Ну, типа посередине между, понял, между 1100 и 5500. Потому что 1100, ну, иногда говорят, что разница там большая, да, то есть и по деньгам, и то есть что такое среднее взять. И 550 и 1100 все равно там как бы, ну, такие достаточно простые деньги, да, то есть, ну, можно найти все равно, если постараться. А уже 1100 и 5500, и уже как бы интервал такой большой, вот, именно в плане там, это, рублевом, да, из серии, то есть, в долларом, вот, то можно, да, какой-нибудь 2500, да, вот, который будет стоить 2750, ну, чтобы комиссия, да, то есть, там на ревку уходила 2750, к примеру, и у которого будет там прикольно, да, такая идейка, короче, это, ну, оригинальный подход, да, то есть, ну, 100 юбилейных, и все, их больше не будет никогда, то есть, они чисто годово, на год, короче, выпущены компанией. Слушай, еще, кстати, вот эту вот идею тоже можно объединить, то, что, допустим, какая-нибудь ограниченная серия генераторов на день рождения, да, то есть, кто себе не может его купить, то есть, ты можешь себе там приобрести, допустим, за 10 АВР скин такой же, то есть, ну, какой-нибудь там скин, ну, я не знаю, что-нибудь придумать можно. Ну, Чтоб, типа, есть, отметку юбилейный, да, типа, короче, это, да, то есть, это, я был на юбилее, ну, что-нибудь такое, да, то есть, 10 АВРовский, да, типа, это, я застал, мол, юбилей компании, да, то есть, это, и эти бабки сжечь, соответственно, да, то есть, ну, там, да. Ну, все, нормальная идейка, да, тоже прикольно. Ты можешь мне потом текстом расписать, если что, в личку, я буду благодарен, вот это вот то, что мы Ну, давай, озвучили. да, распишу, если что. Так, Благодарю. Спасибо большое, да. Ага, давай. В ком ты видишь вообще конкурентов Авроры, либо в дальнейшем, может, ты кого-то видишь, кто-то, может, у кого-то проект там выстрелит какой-то, то есть... Go Green столько. помимо этого... Но это тоже Аврора, по факту. Ну, то есть не то, что Аврора, а это, ну, те же самые люди будут организовывать этот проект, да, то есть вот. Я являюсь там SEO, и
Ну, ты знаешь, я, наверное, лучше даже так отвечу. Мы работаем вне конкуренции. То есть я привык не конкурировать с кем-то, а просто, ну, вот есть, к примеру, какой-то проект, и есть наш проект, и все, и мы работаем по-своему, то есть мы не смотрим, как у него, что у него лучше и так далее, и нет у нас вот этих соревновательных моментов. Мы просто работаем вне конкуренции, мы придумываем новые идеи, как вот в виде с гарантией, да, ни у кого такого нет, это ноу-хау. Это знаешь, как вот Андреас Тисон говорит, да, который с сегодняшнего дня начинает работать с командой Аврора, с командой Go Green, именно, да, то есть с лидерами, вот, он говорит, что шедевры не копируются, шедевры создаются. Поэтому смысла нету, не вижу я то есть с конкурентами где-то что-то там сравнивать себя, там бодаться, конкурировать и прочее. Нужно делать шедевры просто, создавать, да, и все. Угу. Ну, так, давай, да, к следующему перейдем. То есть планируется либо коллаборации, либо заказ рекламы каких-то крупных там блогеров, инвесторов, прочих там лидеров вообще. То есть вообще движуха какая-то такая планируется. Планируется. Сейчас вот ведем переговоры с CoinPost. Мне нравится вот этот вот YouTube-канал. Мы вернулись к нему. Он тогда нам говорил, что он работает с проектами, которые работают на рынке 3-4 месяца. Вот. Тогда у нас проекта не было 3-4 месяца, когда мы первый раз к нему обращались, поэтому, собственно, нам отказали там в рекламе, ну, сказали, типа, приходите позже. Сейчас нашему проекту 9 месяцев, вот, и, в принципе, то есть, ну, время пришло, образно говоря, то есть сейчас вот будем с ними связываться. Более 300 тысяч подписчиков на Ютубе, крутой канал, мне нравятся его обзоры, вот, сам раньше блогер? смотрел, сейчас нет времени. CoinPost. Русский, говорю, это блогер, получается? Русский блогер, да, русский блогер, русскоязычный, да. Но он, может, с Украины, ну, короче, не суть, русскоязычный, да. То есть по это... СНГ, короче. Да, СНГ, да, русский блогер по факту. Так, Назовем так, русский блогер, разговаривает по-русски, ну, коллаборация, я имею в виду, кроме там Go Green и прочего, то есть какие-то другие, как с Чикароко вот была, что-нибудь будет такое? Пока что нет, но вот сейчас будем ну ты понимаешь, нам предложений поступает много, мы с Media Chain, то есть нам предлагали коллаборацию, да, мы отказались, потому что, ну, я вижу риски, короче, да, в этой коллаборации, вот, и так далее, так далее. Нам предложений достаточно много, на самом деле, и поступает, и вот на форумах мы с кем общаемся, просто не все проекты мы, ну, как бы, получается, не со всеми проектами мы видим целесообразное там сотрудничество, да, это первое. А второе, ну, для нас важна наша репутация, вот, и репутационные риски мы в первую очередь просматриваем. То есть, если даже у них комьюнити, к примеру, там 70 тысяч человек, да, но я вижу, что это скамная история, и что он может закрыться там через 3 месяца, зачем мне с ним проводить коллаборацию, да? То есть в моменте я выиграю на этом, но потом я получу кучу негатива. Зачем мне это нужно делать? То есть, и это вот, ну, примерно с несколько таких компаний на нашем пути было, и мы просто отказывались от коллаборации. Вот и все. На сегодняшний день сейчас будет ближайшие 2 форума. 28-го, 23 форума даже. 28-29 апреля это Измир. 8-11 мая это Стамбул, блокчейн экономи. И 17-18 получается апреля это Анталия, тоже криптофорум, легат бизнес-форум. Вот. То есть получается 3 форума, и на каждом форуме постоянно какие-то партнерства, коллаборации происходят. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет такое, да, будут новые коллаборации, будут новые знакомства, новые объединения и так далее. Понятно. Слушай, давайте к следующему вопросу. Как будут происходить выплаты биткоина и когда? То есть один раз в месяц они будут начисляться. А будет ли это в истории транзакций в приложении отображаться? Сколько ты там, то есть, чтобы отслеживать это как-то и так далее. То есть, вот это все. Хорошо. Первые выплаты будут 1 мая. Как именно их делать, пока что нету конкретного плана действий, честно тебе скажу. Хотели просто отправлять на кошельки биткоин. Кошельки биткоин у нас все есть. Единственный момент, комиссии в сети биткоин дорогие. И поэтому
как это сделать, да, например, если тебе биткоин там принадлежит на сумму 500 рублей, да, образно говоря, то есть там 5-10 долларов, ну, там, ну, к примеру, там маленький генератор, да, 110, он там мало биткоина там добылось, да, распределился на него, вот, там на 500 рублей. Но фишка в том, что чтобы тебе их отправить, эти 500 рублей в виде биткоина, я 500 рублей заплачу комиссию, понимаешь? Больше Вот. комиссии, чем... Ну, да. Поэтому мы думаем, как это решить. Вот. Возможно, будет отображение в личном кабинете, и ты сможешь забрать, к примеру, то есть нажать на вывод, и там будет комиссия отображена, то есть, ну, как бы за счет клиента получается, потому что, ну, либо ты его просто накапливаешь, это первый вариант. Второй вариант, ты его можешь менять внутри приложения на АВР по текущему курсу. То есть, ну, как бы мы, может быть, так сделаем. То есть, чтобы пользователь выводил по факту, ну, что интересно. Конечно, биток – это интересная тема, ну, либо в BUSD выплаты. Вот, возможно, проведем голосование на этот счет, на DAO, и все комьюнити примет решение, как выплачивать. То есть в BUSD, в биткоинах это, ну, дорого в плане транзакций, да, то есть либо предложить свой вариант решения, то есть там как это. В BUSD прикольно, то есть в стейблкоине можно сделать выплату тоже, то есть, ну, на кошельки просто разослать, да, вот. На ВВРах, ну, тоже как бы имеет место быть, кому как удобно, короче, то есть, вот. Ну, понятно. Ну, то есть Короче, уже тут надо выплаты... подумать, это на подумать, и это на DAO надо выкладывать, да. Мгм. Так, ну тогда смотри, вот такой вопрос, он, в принципе, похож, который я до этого задавал. Именно какие у тебя вот планы, так сказать, на дальнейшее вообще будущее проекта Аврора? То есть, я просто слышал то, что ты хочешь там из Авроры сделать криптобанк, что-то такое. Ну, это как вариант, вот, получается, как вариант, да, мы рассматриваем это, вот просто, понимаешь, я тебе скажу так, то есть вариант купить white label за $500 000. Просто нужно ли оно нам это сейчас? Вот. А вообще мне бы хотелось, то есть это прикольно. Это прикольно. Ну, представляешь, просто, смотри, я, короче, хочу ломать шаблоны людей. То есть, что они вот считают, что, например, большое, не то, что они, а большое количество людей считают, что вообще проекты на блокчейне в основном скам. Согласен? Ну да, есть такое. Вопрос времени просто. Просто скам. Вопрос времени. Вот я хочу поменять шаблонное мышление людей в этом плане. Поменять шаблон. То есть, чтобы к проектам на блокчейне начали относиться нормально, с уважением, что они могут тоже стать нормальными компаниями, крупными компаниями, да, и даже из, получается, игры в Play to Earn превратиться в полноценный там криптопроект, который и игра есть, и добыча биткоина есть, и майнинг оборудование есть, и свой обменник есть, и свой банк есть, да, то есть, ну, внутри этой экосистемы. Ну, это же прекрасно, я считаю. Да. Ну, и все вместе мы можем прийти к этой цели, то есть, ну, это не проблема. Так, смотри, следующий у меня, получается, вопрос уже не по Авроре идут, а про Go Green, то есть, смотри, вот цена, вот, допустим, токена какая будет, цена входа, то есть, как реферальная программа работает, то есть, ну, вот это вот такие вот моменты, которые более-менее сейчас людей интересуют перед, так сказать, стартом именно проекта. Да, старт будет 1 мая, вот, собственно, цена токена 0,1, ну, то есть 10 центов, короче, 0,1 доллара, то есть 10 центов, вот, будет стартовать 1 мая с этой цены. Далее, получается, по реферальной программе доходность будет от 10, точнее, процент до 18%, зависит от NFT. NFT стоимостью 10 долларов будет давать, ориентировочно 10 долларов, она будет стоить 100 O2. Токен будет называться O2, кислород. Вот, получается, 100 O2, это 10 долларов, если по стартовому курсу, да. Доходность будет от 10%. И завод будет давать 18%. Доходность будет уменьшаться каждые полгода. Мы заложили здесь сразу либо от количества участников. Но здесь мы берем большое количество участников, 200 тысяч человек. То есть, ну, доходность уменьшится
на 2% при достижении 200 тысяч участников, либо на 2% через, получается, полгода. Вот, то есть неважно, что наступит быстрее, 200 тысяч участников, активных пользователей, либо полгода. Доходность уменьшится на 20%. Вот. Такая тема. Далее, короче, по поводу реферальных бонусов нет. Вот. То есть Рефералки вообще. от покупки бонусы не идут человеку, кто позвал. Допустим, я его другу позвал, да, он купил, бонусов нет, да? Да. Правильно. Да, от покупки бонусы не идут, да, согласен. От покупки бонусы не идут. Бонусы есть за закрытие рангов. То есть, если ты строишь структуру, за закрытие рангов бонусы есть. И бонусы в виде NFT. То есть, они по факту, ну вот прям сразу в моменте не выводные. То есть, нагрузки на кассу не будет. То есть, ты получаешь NFT, который дает тебе доходность. И бонусы, ну, такие, так сказать, это больше социальный проект. Вот, Дмитрий, это больше социальный проект, это больше про помощь экологии, то есть, ну, вот этой всей движухи, он не нацелен чисто на деньги, и что деньги равно деньги и так далее. Он больше социальный для экологии и так далее. Но деньги здесь есть, здесь можно зарабатывать, вот, и варианты здесь такие будут, соответственно. И вот, ну, как бы для построения структуры там 3 по 3, если ты пригласил 3 человек, они пригласили 3 человек, то есть ты закрыл следующий ранг и так далее. То есть, если каждый человек будет приглашать по 3, ну, по 3 человека, то он будет получать NFT. И вот NFT, там, типа, и так далее. Ну, короче, тема прикольная. Вот. Короче, Так, своего рода. Да, ага. понял я. Слушай, следующий такой вопрос тоже такой же, только уже про проект сотка вообще тоже. Цена токена, то есть способ заработка, рефералка там будет она или не будет и прочее. То есть. Да, давай так скажу, там готовится white paper, скоро выйдет, вот, можно будет посмотреть. Цена токена стартовая пока что еще не определили, какая будет, вот, но это не столь важно, там будет NFT приравниваться к доллару, то есть там подтягивается курс, просто будет подтягиваться с биржи, и цена будет варьироваться, как на ASIC, который я говорил, который за биткоин будет стоить, то есть, получается, он будет стоить, к примеру, одна сотка стоит $205, а в этих токенах она будет стоить, ну, как бы, то количество, сколько они будут стоить, сколько будет стоить $205, короче, понятно, да? Ну, вот, да, рефералка там будет 30%, вот, с первых, по-моему, 6 линий. С первой линии 15%, со второй линии там 7%, там, типа, и так далее. Вот, доходность там будет еще меньше, чем в GoGreen, там она, по-моему, начинается с 7% до 13%. То есть всего 13% доходности, короче. Вот там будет. Максимально, то есть это, который возможно. Все, понял, благодарю. Слушай, ну вот у меня остался последний вопрос. Давай. Ты считаешь, как ты считаешь, то есть Аврора, GoGreen и сотка сможет изменить мир вообще? Эти 3 Я проекта. думаю, что GoGreen точно. А Аврора это больше, знаешь, как локомотив, который дал финансовую возможность вот, реализоваться всем этим проектам в том числе, потому что сотка был свой проект, да, и у них там дела не пошли, и Аврора ему пришла на помощь, вот, именно Аврора. А проект сотка, он тоже так интересный, то есть мы будем сейчас менять мышление людей в плане инвестирования через NFT в землю, это тоже прикольная тема, то есть ты не надо тебе покупать участок, там что-то заморачивать, ты можешь стать пайщиком кооператива через NFT. Прикольная тема, мы все планируем в Дубае оформлять, и это будет прям все в легалайзе, в конкретном, и можно будет даже, получается, мы имеем право принимать крипту на кошельки, то есть у нас будет криптосчет, то есть в банке, типа криптосчет, то есть там такая тема. А GoGreen это вообще феноменальный проект, это помощь экологии, то есть вот это все убирать из рабата, сортировка мусора, это вообще, мне кажется, очень поможет и планете, и изменит мир к лучшему, я уверен. Понял я.
Так, ну, слушай, у меня все, вопросы закончились вообще. Это какие я Все, подготовил. вопросов больше нет. Но, ребят, Ага. если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пишите их в комментариях. Вот, Да, и да, и давай так разыграем. Получается, 55-й генератор стоимостью порядка где-то 30-40 долларов, да? Вот, среди всех тех, кто, ну, задаст вопросы, да, свои, то есть, ну, напишет комментарий, задаст вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. И если потребуется еще одно интервью, то мы его тоже сделаем. Вот. Либо эти вопросы, ответы на них вы получите, к примеру, на другом YouTube-канале. Там я сейчас буду ряд интервью проводить с разными блогерами, и мы просто эти вопросы возьмем как за костяк, то есть ваши. Вы поучаствуете в развитии, так сказать, проекта в том числе, да, то есть, ну, это ответ на вопрос. В приложении идей, кстати, можете предложить свои идеи какие-либо, которые вы видите, как можно улучшить проект, сделать там, чтобы он еще более активно развивался. Вот. И среди всех тех, кто вот это сделает, в комментариях оставит пост, да, мы разыграем 55 АВРовский генератор рандомно. Хорошо, Дмитрий, сделаем, да? До какого числа? Давай, до какого числа сделаем? Слушай, я не знаю, давай хочешь до 1 мая или долго будет? А сегодня у нас какое? Сегодня у нас 26 апреля. 26 апреля. До 1 мая. У нас времени не так много, да? Но зато самый актив, короче, да, сделать. Ну, давай до 1 мая. Видео сегодня выйдет? Да, я сегодня вечером загружу уже. Все, отлично. То время есть тогда. Все, до 1 мая. 1 мая розыгрыш. Не забудь, проведи, хорошо? Рандомненько там где-нибудь в телеге. Подписывайся на телегу, на твою. У тебя есть же телеграм-группа, чат, Да, там есть, канал? есть. Вот, подписывайся на него, и именно там будет опубликовано видео с экрана, как Дмитрий рандомно выбирает, к примеру, там человека, который выиграет там этот генератор. Как-нибудь сделаю, чтобы максимально честно там все было. Ну, это постараемся, конечно. Я, в принципе, уже не раз розыгрыш проводил, в принципе. Да. Думаю, Ну все. Так что пишите комментарии с Да. вопросами. Все, Вот. добро. Я тебя благодарю, Дмитрий. Я тоже тебя благодарю. Спасибо за созвон, за ответ Да. на вопросы. Давай, увидимся на годовщине. Я знаю, что ты приедешь. Давай. Да, давай, удачи. Давай, удачи тебе тоже, пока. Вот такое интервью у нас получилось с Александром с ответами на вопросы. Я думаю, каждый для себя узнал что-то новое, в том числе и я. Также не забываем участвовать в конкурсе на розыгрыш генератора, да. Получается, победитель будет объявлен 1 мая в моем телеграм-канале. Все условия вы уже сами слышали, то есть из интервью. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии с вопросами, с предложениями, все под этим видео. Ну и всем больших заработков и всем удачи.